Здрасте, меня звать Калюнька. И в этом велопутешествии меня благодаря моим незаурядным талантам в области лингвистики самый величайший драматург всех времен и народов, первооткрыватель, говорят, прямой потомок Миклухи Маклая, неповторимый Виталий Дефин, любезно пригласил поучаствовать в его феноменальном проекте в качестве ведущего. А раз так, приветствую всех, кто смотрит этот ролик и тащится от приключений и путешествий, так же, как мы с боссом. Уже 1,5 года, как я прибыл в Германию. И, скажем вам, без лишней скромности не терял времени зря. За это время я намутил аж 3 велобайка. И некоторые мои землячки, смекнув, как я крут, стали как бы невзначай подтягиваться и кучковаться вокруг моей скромной персоны. И вот, в результате этих терок потихоньку образовалась, скажем прямо, грозная велобанда, заматерелым костяком которой, конечно, стали сам Дефин, а как же иначе. Ну и я, истинный ариец и постоянный член-корреспондент Лукьяновского СИЗО. На торжественном сходнике после дружеского застолья и короткой разминки в красноречии был утвержден первый стратегический план по освоению местных природных ресурсов и свалок Саксонии. Вначале мы решили провести инвентаризацию и начали с разведки неизведанных ранее нами огородов и дач. А когда закончили, то мы поняли то, что Господь наконец-то над нами смиловался и раскрыл пред нами свои райские закрома. И вот теперь этот видеоотчет о результатах открытия нами этого Эльдорадо мы вам любезно и предоставляем. Приятного вам просмотра. Длина озера 2,5 километра. В самом широком месте озера 600 метров. Сзади меня везде лес. Вдалеке на срезе травы виднеется мой велосипед. Теперь мы переместились на озеро Эльхаймер. Вначале я хотел бы напомнить вкратце о летней экспедиции, посвященной освоению водных ресурсов окрестных земель, исследованию местных пляжей, лесных и рыбных богатств, где допустимо лишь знакомство, селфи на память и быстрые проводы со слезами рыбаков. Лето пролетело быстро, и вот пришла осень со своим буйством красок, запахом скошенных трав и обилием грибов и ягод. И мы, чтобы эти все сокровища не канули в чужие корзины, срочно составили Google маршруты, настроили GPS-навигаторы и, пришпорив своих верных скакунов педальных, раскрутили дорогу, как бесконечную карусель, навстречу новым эмоциям, приключениям и загадочным богатствам, которыми так богата пока еще наша земля. Ну, значит, что еду я, никого не трогаю, как друг. Из камышей прямо на меня выскакивает живой символ Третьего рейха. Я с перепугу спрятался за великом и направил на него флаг моей страны в качестве креста животворящего. Чудище заморское удивленно остановилось, попеременно переводя взгляд то на меня, то на подозрительно несъедобный предмет, затем что-то недовольно каркнуло, грозно взмахнув 2-метровыми крыльями и капитулировала, свалив свое темное прошлое. И даже бесы теперь веруют и трепещут пред флагом моей родины. И вот, наконец-то мы и нашли до боли родное и знакомое сердцу бездорожье. А предательский GPS, как бы издеваясь, продолжал убеждать нас, что на нашем маршруте препятствий нет. С трудом преодолев 2 брода, третий, как и надлежит настоящим героям, решили обойти. И, наконец, мы в лесу. Снова на тихой охоте. Парковал. Телефон зарядил. Все, погнали в лес. Наконец-то я перестал. А вот он, красивый, беленький. Должен быть, ну-ка. Вот по пути еще встретился дубовик или подубик, оливковая буря, неважно. Мы его не берем, пусть она растет.
3 дня дождя. Вот такой вот, гляньте, красавчик. Как раз то, что надо. Ну, блин, побольше, но ничего. Я считаю, утро началось хорошо. Взгляд поворачиваю чуть ниже. Вот здесь вот он. Еще один такой же стоит. О! Красавцы. Вот. Это не постанова, это все серьезно. Так. Ребята, лес, конечно, грибами завален, но грибников здесь мало получается. Да, ребят, метров 10 прохожу, вот такой вот красавчик стоит. Забираем его, конечно. О. Быстро и невнимательно. А здесь, гляньте, красавцы какие стоят. Вообще, ну как можно было не заметить на таком месте видно. Да, грибы есть везде. Короче, надо только ходить, бродить, искать. Вот и вся причина. Ну это как в сказке, народ. Пока. А вот на нашем пути встретилась одинокая немецкая золушка с киевским тортом, которую вероломно грабят немецкие олени. Helfen Sie, bitte helfen Sie. Sie wollen etwas von mir. Glauben Sie mir, das ist überhaupt nicht Lelia. Das sind einige Schweine aus dem Ural. Она говорит, что это не косули. Она говорит, что это свиньи-оборотни, которых привезли с Урала и которые добиваются от нее каждый раз чего-то сверхъестественного. Das sind keine harmlosen Rehe. In Hirschfällen, die können von Aschenputtel alles bekommen. И хоть дочь Золушка нас отговаривала, и указатель на камне придорожном угрожал, да и народ местный не зря нарек дебри сии топями свинячьих оборотней, мы все равно тупо туда попхались, как и Фома верующий с братцем Иванушкой. А зря. И лишь преодолели первую топь, как вдруг из чащи дремучей раздались дикие визги и топот копыт поганских. И вот мы уже в круговой обороне. Оно на дереве, естественно. А вокруг нас войско поганское. Зловеще причмокивают и прихрюкивают. Мечтают, значит, нечестивые о грядущем обеде. И вдруг чертей словно подменила. А все потому, что я неожиданно для их шайки гордо расправил над их головами животворящий флаг свободы. Флаг самого непобедимого на свете государства. Символ моей родины. Это возымело эффект, полученный только что гопниками-рецидивистами повестки в прокуратуру. Босс обнюхал мою лайбу, от злости сплюнул, затем с диким визгом трусливо ринулся в кусты. И вся его шобла свинячья устремилась за ним. Ибо всяк бес верует в силу свободы и трепещет пред ней. Пущай впредь знают наших. И вот, когда мы достигли, наконец, своего заповедного рая с хрустальными водами и жемчужными берегами, и ничего, что с искусственными, но все же водопадами, сравнимыми может лишь с садами Артемиды. Наш праздник попытались омрачить местные власти, знаком запрещающим вход сюда для простых грешников. Но где нашу велобанду останавливали какие-то пугалки? И несмотря на глубокую осень, наша экспедиция таки прикоснулась к своими объективами к берегам заповедного озера Зальхаузер, где на его просторах величаво рассекали лебеди и другие водоплавающие.
На обратном пути мы посетили наш местный ландшафтный парк, чтобы покормить уже привыкших к нам зверюшек. Симпатичная. Ты посмотри. О, А им нормально пить холодную воду, бабушка? и вокруг нее ходят уточки. А вот уточка такая симпатичная. Это мальчик, это пацан. Мальчик. У нее еще есть, у него есть еще жена, но только она не такого раскраса и ну тоже красивенькая. Она беременная сейчас, уточка. Скоро деток родит. Это меня. И дождик идет. Вернемся к нашим У них, мертвым. в принципе, здесь целое озеро, видишь? Леоночка Они кормит. все равно не видят. Вот их как много здесь. Тоже все едят. Шел снег. Сегодня выпал. Ну вот и все. И до новых встреч на веломаршрутах нашей планеты.